Good evening, everyone. Добрый вечер всем. Really happy to see all of you. Я очень рад, искренне рад видеть всех вас. I think most of us have met before. Большинство из вас я узнаю, мы встречались прежде. It's always good to see again. И всегда радостно встречаться снова. And especially after my long retreat, it's always good to meet people. В особенности радостно после долгого ретрита, после долгого уединения вновь встречаться с людьми. In the retreat, I have a few other colleagues, friends who are doing also solitude retreat. В ретрите со мной было несколько рядом человек, которые также были моими сотоварищами, да, также параллельно со мной выполняли это затворничество. And we used to have a few people from the village who supplies us things. И также существовала группа поддержки из деревенских, кто поставлял нам какие-то продукты, необходимые для жизни. So then there's this one particular monk who's in the retreat. И один из участников ретрита, монах, and who receives some foods and offerings from the village sometimes. Который иногда получал подношения от жителей деревни в виде каких-то продуктов и фруктов. And there's one particular family, father, who comes to offer some food or fruits because of his deep appreciation to someone who is really seeking spiritual path. И глава одного семейства, жившего в этой деревне, испытывал особое такое почтение, пиетет по отношению к дхарме, к практикующим ее, и приходил, чтобы сделать собственноручно подношение и вручить какие-то дары практикующим. Then there was another person also bringing milk, selling milk. И также был человек, который приходил и приносил молоко, продавец молока. Now these two people have very different view on this person, on the monk who's in retreat. Very different. И у этих двух людей, у этого молочника и у этого отца семейства, было очень разные взгляды, сложились у них на этого монаха, участника ретрита. One is very impressed, deeply touched for the fact that someone is dedicating so much on spiritual search. Один из них был впечатлен и воодушевлен тем, что кто-то столько энергии, времени, сил тратит на то, чтобы следовать по духовному пути. Очень был впечатлен его примером. And the milk seller thinks it is totally useless and lazy person. Тогда как молочник считал его полным, лузером, неудачником, тратящим свое жизненное время и энергию впустую. Should do something better. И уж мог бы он найти себе занятие получше. Then one day, because we have to make few things also in the retreat to use for some ritual things. So he was constructing outside of his retreat hut something from the wood. И нам необходимо было в ретрите также изготавливать определенные вещи, ритуальные некоторые такие предметы, которые использовались в определенных службах, в церемониях, в пуджах. И вот монах сидел на пороге своего дома, то есть снаружи, и услышал какой-то звук в ближайшем лесу. So now the milkman saw that the monk is also good at doing things. И этот молочник, который приходил, он заметил, что монах довольно искусен в изготовлении тех ритуальных предметов, которыми он занимался. So the milkman said, "Today is the first time I'm impressed with you." И молочник сказал ему, увидев это, что сегодня впервые я впечатлен тем, что ты делаешь. You should not be in retreat. Не место тебе в ретрите. Come to my home. Приходи лучше ко мне домой. I'll give you one of my daughter. Я за тебя выдам одну из своих дочерей. So you see, the what do you call it? Social and spiritual, realization.
looking through different angle. И вот такая, да, почти в одном месте под разными углами сошлись воедино практически духовная и социальная реализации вот в этот момент. So I think it is, of course, possible, and it is also necessary to somehow make a balance. Конечно, это и возможно, и это необходимо достичь определенного баланса в этом вопросе. I think social accomplishment is mostly based on existing through others. Социальная реализация во многом, ну, в общем и целом, зависит от действия через других, от взаимодействия с другими. In building one's identity, через построение своего какого-то образа, своей идентификации. Whether it is the power, whether it is the money, whether it is the relationship, through outer circumstances, we try to establish our identity. Через какие-то внешние обстоятельства, внешние факторы мы устанавливаем свою идентичность, свою тождественность, будь то во власти, будь то в финансах, в ресурсах, в деньгах, будь то в каких-то отношениях иного рода. Yeah. So most of our, if we say, being successful socially, not necessarily means being successful in being kind and compassion, or how much we can care for others. И говоря о социальном, каком-то об общественном успехе, да, не обязательно он сопряжен с развитием любви, доброты, сострадания. Не обязательно одно эквивалентно другому. It is mostly linked to how we exist, how we establish ourselves through others, input or through others' dependency. Обычно это говорится о том, как мы устанавливаем, как мы утверждаем себя в обществе, в социуме, через действия, через восприятие, через взаимодействие с другими. On the spiritual side, it's mostly, depending or mostly existing through what we are. Тогда как на духовной стороне это обычно о том, как мы существуем сами. Это о том, каковы мы есть в себе. So it's more like external dependency, existing through others, who we are. Таким образом, это зависимость от внешних факторов, от внешних обстоятельств и определение себя через них, через это, то есть внешняя зависимость. Or being at peace within ourselves, being in harmony within ourselves, and through that we establish who we are. И умиротворенность, покой внутри себя, и через это самоопределение и самовыражение. Вот два этих аспекта, да, социальный и духовный. Now, you see, when we depend too much on the existing through others, we might end up completely forgetting ourselves. Когда мы слишком полагаемся на существование в зависимости или в преломлении через других, мы можем забыть, мы можем потеряться, кто мы такие. If we value, or if others value us, on the basis of only social development or social success. Если мы ценим себя или другие ценят нас лишь на основании нашего какого-то социальных достижений, общественной реализации, then such a kind of relation can become very unstable. Тогда подобные отношения могут стать довольно нестабильными, шаткими. Thus, I think many of us have some kind of a deep sense of what call this? Sorry, my retreat got my words off, so I'm trying to get back to my normal English. So, self-confidence. Lack of self-confidence. Yeah, lack of self-confidence. И подобное может привести к недостатку в нас уверенности в собственных силах, уверенности в себе. Yeah, lack of self-confidence, feeling of loneliness. Да, недостаток самооценки, чувство какой-то покинутости, одиночества. Feeling of not good enough. Чувство, что мы недостаточно хороши. And to an extent, some kind of self-hatred.
и вплоть до даже ненависти, да, неприятия себя. So this increase amount of anxiety Это все будет наращивать в нас внутреннюю тревожность and stress. и, соответственно, стресс. Because we are always trying to live up to what people's, expect. Потому что мы всегда будем пытаться соответствовать представлению о нас, существующему в умах, в глазах других людей. So without my power, without my money, without my relation, I am nothing. И будем думать в итоге, да, что без моих денег, без моей власти, без моих каких-то отношений и связей я ничто, никто. So you see, spiritual values or spiritual realization, it's really about, connecting oneself internally. И духовные ценности или ценности духовной реализации, она сводится в конечном итоге к установлению связи с самим собой. Because where I see on the social development basis, it's mostly connected to mind. То, что мы видим на уровне какой-то социальной реализации, социальной связи, это в конечном итоге сводится к уму And body as well. и телу также. But on the spiritual development, it requires heart. Но на уровне духовной реализации это требует сердца. The heart is what makes a difference to our world, to what we are. И сердце как раз и изменяет то, кем мы являемся в этом мире, как мы воспринимаемся и сам этот мир. So what means spiritual being? Что значит вообще духовное существо? A person with a heart. Это человек с сердцем, сердечный человек. Of course, we all have heart. Но у всех у нас сердце есть по определению, да? Good heart. Хорошее сердце, добавим. Warm heart. Теплое сердце. That is the center, really, about spiritual being. Это вот центр, такое ядро духовного существа. So, it's not so much, contradictory, between these two. Но не надо воспринимать эти два аспекта как противоречащие друг другу. As a normal human social beings, we need all of this success in life. Как обычным человеческим существам в этом мире нам нужно преуспевать. Мы должны как-то в этом мире реализовываться. And most of the time, anyway, we are busy with that only. И да так или иначе, большую часть времени мы проводим, пытаясь именно в этом преуспеть. Health, power, Здоровье, money, власть, relationship. и отношения. 4 things 4 that вещи. we run after. Вот за ними мы и гоняемся. I always talk about these 4 pillars. Я всегда называю эти 4 столпа. Да? One pillar running, next pillar, then next pillar, then next Бежим pillar. от одного к другому, к третьему, к четвертому. Then, when have health, run after money. Когда есть здоровье, устремляемся за деньгами. Then have money, no health. Догнали столб этот с деньгами, да, потеряли здоровье. Then have money, run after relationship. Заработали денег, гонимся за отношениями. Then have relationship, no money. Установили отношения, кончились деньги. So, you see, all these pillars running around. И вот так вот мы носимся между этих 4 сосен, да? But amazing thing, never tired. И, кажется, никогда не устаем от этого. So that alone is not really the goal. Но одно лишь это сложно представить себе как достойную цель, да? We, as a human being, have much more capabilities. У нас, людей, гораздо больше потенциал, гораздо больше наши способности. Because in the end, how much ever we are successful in accomplishing socially,
Потому что в конечном итоге, какого бы социального статуса, успеха мы не достигли, what matters in the end is how happy I am with what I в have. конечном итоге зачитываться будет то, насколько мы при этом счастливы. Так ведь? That requires heart, А это требует сердца. warm heart. Теплое сердце. Otherwise, good relationship, maybe successful relationship, one after another, or good money, good fortune, good material, everything comfort, but not happy. В противном итоге ситуация вполне вероятна, когда успешные отношения или череда успешных отношений, достаточно денег, но от чего-то несчастны. And lonely. Одиноки. We deal a lot with anxiety these days. В нас присутствует масса тревожности, масса стресса в эти дни. A lot of people go through different kind of anxiety which affects our health and emotions. Многие люди испытывают серьезные проблемы с этим беспокойством, внутренней тревожностью, и это подрывает их здоровье. So, being spiritual doesn't mean at all being religious. Быть духовным вовсе не означает быть человеком религиозным. Being spiritual means really touching the core of our heart. Духовность означает прикосновение к своему сердцу, к своему центру, ядру, A warm heart, к своему теплому сердцу, a heart of kindness and compassion. сердцу доброты и сострадания. And that is possible. А это возможно. Can somebody be successful and kind at the same Может time? кто-то быть добрым, сострадательным и успешным социально одновременно? Always possible. Конечно, всегда это возможно. Why would somebody has to be arrogant, has to be, how to say, brutal, just because somebody is successful? Кто обязывает нас быть высокомерными, заносчивыми или грубыми, какими-то брутальными при достижении социальных высот, социального успеха? Никто. So, and being kind, being compassionate doesn't necessarily mean one has to be poor. И доброта и сострадание как качество вовсе не обязывают нас при этом быть нищими, да? So yes, there's a definite ways to look at spiritual being in the center of our social surroundings. И существует, конечно, способ быть духовным существом, духовным человеком в центре своего социального окружения. How are you? Как у вас дела? Yeah? Хорошо. Are you okay? Yeah. If you ask somebody, are you okay 3 times, then people think, oh, I'm not okay. Если кто-то трижды вас спросит, все ли у вас в порядке, вы подумаете, наверное, у меня что-то не в порядке. So I always tell people, don't ask more than 1 time, are you okay? Are you really okay? Поэтому я всегда людям говорю, не спрашивайте больше 1 раза, просто все хорошо, окей. Не допытывайтесь правды. So that is the, how to say, sometimes very fictitious part of us, you see. If we scratch a little bit, something comes out. Это вот такая бывает порой наносная такая витринная часть нас. Чуть-чуть поскребешь, и из-под нее выглядывает что-то другое. So that's why it's good to develop good relation to oneself in one's heart. И поэтому важно установить хорошую связь с собой, со своим собственным сердцем. People will be always there, no matter. Люди всегда будут там, что бы ни происходило. They will not go anywhere. Никуда они не денутся. We have to take care of our heart. А нам нужно позаботиться о себе, о собственном сердце. That's the point. Это вот здесь основной момент. Otherwise, we get so busy taking care of many here, many things, not care, but trying to do many things here and there,
afterwards return home, heart is gone. В противном случае, да, мы будем все свое время, всю свою энергию посвящать преуспеванию вовне, попытаемся успеть везде, вернемся домой, а дома сердца нет. So good heart, warm heart is the foundation of spiritual being. И вот это благое, доброе, теплое сердце есть основа, есть фундамент духовного существа. Because warm heart, good heart makes our life much more lively. Добросердечие делает нашу жизнь подлинно живой, настоящей. Brings more peace with oneself. Приносит больше мира внутрь нас. More harmony. Больше гармонии. And of course, happy. И, конечно, делает нас счастливыми. It helps us to deal with situations. Помогает нам справляться с различными жизненными ситуациями. And having a good heart, being a spiritual person, has a better rate of success socially too. И доброе сердце и просто становление хорошим человеком, это также отражается в качестве социального успеха. That is, supposed to be the combination of a spiritual being and a socially successful, I can't say, but socially okay. И поэтому стремиться надо к такой духовной реализации, к добросердечию, развитию в себе этого покоя, доброго сердца и к социальному, не скажу успеху, какой-то социальной активности, да? Because success has no limit. Потому что успех, ведь как его не ухватить? В нем нет каких-то лимитов, пределов. Что такое успех? Especially when we talk about socially, materially successful. Особенно, когда мы говорим о материальном, каком-то социальном успехе. There is no limit to it. Где здесь пределы? More we get, more we want. Чем больше мы обретаем, тем больше желаем. That's normal, see. И это естественно. So the more we get, more we want, less happy. Чем у нас больше чего-то, тем мы больше еще хотим, и тем мы менее счастливы. Так это работает. There's never a moment of now, I'm enough, I'm okay, I'm contented, this is fine. Не наступает такого момента, вот теперь мне достаточно, вот теперь хватит, теперь окей, я счастлив. So, yeah. So that's why you see, as long as we take care of our good heart, things, whatever is around, becomes more enjoyable. И до тех пор, пока мы будем заботиться о своем добросердечии, о своем сердце, вещи вокруг нас будут приносить нам больше наслаждения, будут больше радовать нас. Now, how to begin this journey of being a spiritual being? Как начать этот путь становления духовного человека? First, spend some time, on your own. Для начала проведите какое-то время наедине с собой. A moment of silence, important. Момент тишины, это очень важно. We are so occupied and worried of a lot of things. Мы так заняты все время, у нас столько всяческих тревог и мыслей о чем угодно. That we are so afraid to be alone for a moment. И мы так боимся хоть на мгновение остаться наедине с собой. So the best way to start, developing a relationship to oneself is to maintain some moment of silence. Поэтому лучший способ начать устанавливать эти отношения с собой – это создать вот эти зазоры тишины, присутствия наедине с собой. My own personal moment, quiet moment. Мои личные, интимные, тихие моменты, спокойные. It's also good to not to talk for some moment. Также хорошо хранить тишину, то есть не разговаривать какое-то время, молчание. Too much talking always brings more problem. Избыточные разговоры, они создают избыточные проблемы. And the more we talk, the less people understand. Чем больше мы говорим, тем меньше люди нас понимают. So in the end, even you wonder, what am I talking? В конечном итоге вы и сами задаетесь вопросом, а что это я несу вообще? So that's why silence, where the level of intensity of body
of speech, of thoughts, begins to become calm. Поэтому вот такая тишина, такое молчание на всех трех уровнях нашего существа, на уровне нашего тела, на уровне речи и также на уровне мысли или ума должны быть таким начальным Complete шагом. switch off. Complete switch off. Да, полное выключение такое. But not dead. Но при этом не, так сказать, летальное, да? Совместимое с жизнью. You see, this is the test. If we really want to be deeply spiritual, if you really want to get in touch with our own core self. Это своего рода тест. Хотим ли мы действительно стать духовными? Хотим ли мы действительно установить связь со своим глубинным сердцем, сущностью? So try maintaining this small moment of silence. Пытайтесь поддерживать эти кратковременные, эти непродолжительные моменты тишины. It's a wonderful experience. Это замечательный опыт на самом деле. Nothing extraordinary, simple, but profound. В этом нет ничего такого из ряда вон выходящего, очень просто и при этом замечательно. So make it a habit on a daily basis to spend maybe 5 minutes or 10 minutes in silence. Сделайте для себя это ежедневной привычкой, проводить 5, может быть 10 минут наедине с собой в тишине. Then second is feeling of gratitude is necessary. Затем то, что нам необходимо, это чувство благодарности. Because you see, in our life we are interconnected all the time. Мы всегда взаимосвязаны со всеми в жизни. We can never be completely independent. Мы не можем, в принципе, стать совершенно независимыми. Our happiness, our joy, our sorrow, all is interlinked. See? Наше счастье, радость, печаль, невзгоды – все это взаимозависимо с другими. So, to the point when we are successful, also interdependence. И даже наш успех, он также зависит от других. Therefore, from the birth till now, we have always interacted interdependent on others. От рождения до настоящего момента мы функционируем всегда взаимозависимо, да, с другими. So whatever I am today, not because of only me. И кем бы я ни являлся сегодня, я являюсь этим не только благодаря мне самому, but due to the countless contribution, care and kindness of others. но благодаря доброте, заботе, взаимодействием с сотнями и тысячами других существ. Therefore, it is proper to develop gratitude. Поэтому является более чем уместным здесь развивать благодарность по отношению к ним. Feeling of gratitude connects us deeply. Чувство благодарности устанавливает между нами глубокую связь. See, whatever I am, thanks to all of these wonderful people, from my parents to friends to all that we have met in life. Все, чем я стал, это благодаря тем людям, с которыми я встречался и взаимодействовал в жизни, начиная от моих родителей, родных, друзей и всех, кто когда-либо мне на жизненном пути встречался. So if we really deeply reflect on ourselves, you see, even when we are feeling very difficult time, in our difficult time, it's also these people whose support was essential that helped me come out of it. Итак, размышляя глубоко о своей ситуации, мы будем убеждаться, что во всем зависим от других, и даже в какие-то тяжелые жизненные моменты выход из этих ситуаций, помощь в них всегда также происходит через опору на других, через их помощь и поддержку. Lacking in gratitude feeling makes us more arrogant. Недостаток чувства благодарности делает нас высокомерными и заносчивыми людьми. And stubborn. Sorry? Stubborn. Да, делает нас такими упрямыми людьми. Arrogance and stubborn is what disconnect us socially from each other. Высокомерие и упрямство – это то, что социально разделяет нас, создает разрыв между нами и другими. Feeling gratitude gives birth to loving kindness. А чувство благодарности, напротив, рождает в нас любовь, доброту. So this kind of feeling is arising regardless of material or social success. И подобные чувства рождаются в нас, невзирая на имеющийся или отсутствующий какой-то материальный, социальный успех. Because these are the foundation
offer human feelings. Потому что эти вещи являются основой, фундаментом человеческих чувств. Therefore, feeling of the heart. И, соответственно, чувствами сердца. See, thus, our parents, for example, very wonderful people. Так, наши родители – замечательные люди. One should never forget their gratitudes. И никогда не следует забывать оставлять благодарность по отношению к ним. Now, we talk about social. That also includes family, includes children. Мы говорим о социальном, но социальное включает также и семейный круг, включает детей. And many people ask me how to bring up the child in the best way. Люди часто спрашивают меня, как наилучшим образом воспитать, вырастить своего ребенка. And I say, the best way to bring up children is how you show, as a parent, an example. На что универсальный ответ мой это то, как вы проявляете себя, как родитель, как человек. Вот как вы себя проявляете, так вы и можете вырастить своего ребенка. Parents, the way they act becomes a living, how to say, example. То, как поступает, ведет себя родитель, как он живет, является наиболее ярким, живым примером для ребенка, с которого он строит свою жизнь. If parents, start to display appreciation, start to practice gratitude feeling towards their own parent, towards their own friends and families, children follow naturally. Если родитель проявляет чувство благодарности, должной оценки, уважения, заботы, доброты по отношению к своим родителям, то дети, наблюдая такое его поведение, будут моделировать аналогично свое поведение и получать эти навыки. Otherwise, many parents want their child to become the best that they are not. Иначе многие родители желают, чтобы их дети стали чем-то там наилучшим, невероятным, чем они не являются. I want the children to be best. I want the children to be the good person, kind, successful, compassion, everything. But the parents are not. Чтобы они стали всем тем, чем сами родители не являются. Я хочу, чтобы мой ребенок был благодарным, чтобы он был вежливым, чтобы он был уважительным, добрым, любящим, сострадательным, а сами этих качеств не проявляют. So you teach the children, I want you to be kind, I want you to be caring, and then the two parents fight. Будь добрым, будь вежливым, будь заботливым, говорят родители, и сами начинают свару какую-то между собой. So, gratitude is a wonderful human quality that gives rise to feeling of intimacy, deep appreciation. И чувство благодарности – это замечательное качество, развивая которое мы устанавливаем вот эту наиболее интимную, близкую, теплую связь и чувство доверия. Appreciation. Appreciation. Да, оценка, благодарность. Appreciation. Ну да, appreciation. Когда мы ценим что-то по достоинству. Appreciation. Признание, да. Acknowledgement, признание. Right. In the sessions that we do in our retreat, в тех медитационных сессиях, которые мы делаем в ретрите, one full session is mainly about developing gratitude. Одна основная сессия посвящена именно как раз развитию вот этого чувства благодарности. Then when we practice gratitude, we come closer to people. И практикуя вот эту благодарность, развивая ее, мы становимся ближе к людям. Then it really lifts the suspicion of fear. Это поднимает вот эту завесу страха, подозрительности. It not only develops sense of, feeling of connectivity to parents, but also generally every being. Не только заставляет нас лучше прочувствовать эту связь свою с родителями, с близкими, но и вообще со всеми людьми в мире. Like, one time I told you this example of gratitude
and loving kindness. Я рассказывал этот пример уже о благодарности и любящей доброте. Regarding this one child of a family who went to follow one master at a young age. О ребенке, который был отправлен в раннем возрасте, чтобы учиться у духовного наставника. And mother very loving her child, her son, and she's from a very poor family and nomadic family. Мать, это были номады, то есть это были кочевники, да, тибетские, и мать очень любящая, мать, любящая своего сына, и из очень бедного семейства. And the son left to follow one master in the mountains. И сын ее последовал за духовным наставником в горы практиковать. Now, each time mother makes some butter out of some milk from the cows they have. И всякий раз, когда она взбивала масло из молока, которое давали ее коровы, she saves one small portion for the child, for the son. Одну маленькую часть этого масла она всегда откладывала для своего сына. So after a few months, she collects enough of this balls of butter. И через несколько месяцев его отсутствия у нее набралось из этих комочков масла существенный кусок. Then she would bring this to that son. И тогда она приносила его сыну, где он практиковал. Now the son got the butter from the mom. Он получал от мамы это масло. And it was very nourishing because he needs it. It's very poor food in the mountain. В горах пища очень скудна, и это было для него существенным подспорьем, такое питание. Then he remembers the gratitude of his master. И он вспоминал через это, наполнялся благодарностью по отношению к своему наставнику. And then he wanted to offer the butter to the master. И захотел поднести ему это масло. So he bring the butter to the master, but the master say, "No, I'm not going to eat it." Принес ему, но тот отказался, сказал: нет, я не стану это есть. Because your mother prepared these small scoops of butter with so much love and care. Потому что мать твоя приготовила это масло, собирая его маленькими комками, сгустками, с такой любовью и добротой. Even the colors of each scoop is different. Ты видишь, что здесь каждый кусок, каждый комок из этого большого куска слепленный вместе разного цвета. Because it's collected over many weeks. Потому что собирался он неделями из разных там надоев. So I cannot eat it. И я не могу это принять, съесть. Then the student asked the master, "So I can have it?" Тогда спросил ученик, что тогда я могу его съесть? Master said, "No." Тот сказал: нет. So what can I do? А что же мне с ним делать? So the master said, "Now you go with this butter into the wood and practice." Вот иди теперь в лес с этим маслом и там практикуй. Practice feeling of gratitude. Практикуй чувство благодарности. Think of your mother. Размышляй о своей матери. And he spent one full week thinking of how kind, compassionate, very hard-working mothers care. Он провел целую неделю, размышляя о доброте своей матери, какая она была трудолюбивая, заботливая, любящая женщина. Then he come back, deep sense of loving kindness to the mother. Вернулся преисполненный этого чувства доброты, благодарности. So when he come back, then he told the master, "Now I can eat." И вернулся, пришел к наставнику и сказал: ну вот, теперь я могу его съесть. And the master said, "No." А тот сказал: нет. You go back again with the butter. Теперь опять иди с этим маслом. This time, feeling gratitude to all beings. И практикуй развитие благодарности по отношению ко всем живым существам. So it's just a story. See, an example, a story, beautiful, it's touching, and we use such stories during our training also. Это вот такая история, красивая история, трогающая сердце история, которую мы используем в процессе своих упражнений, медитации, тренировок. Gratitude, nothing religious about it. А в благодарности нет ничего религиозного.
something so common, human emotion, human Это feelings. что-то настолько обычное, естественное, некая человеческая эмоция, чувство. See, that is the beauty of something so simple but profoundly touching that can transform our heart. В этом красота вот такого чувства, настолько простого и естественного, и в то же время настолько глубокого, трансформирующего наше сердце. On the other hand, there is a story of two brothers. А с другой стороны, мы имеем историю о двух братьях. One brother, very greedy, Один из них очень жадный, скаридный такой. and the father, when he died, he have 100 yaks. И когда отец этих братьев умер, после него осталось стадо из 100 яков. So how this greedy brother somehow convinced the father to give him 90 yaks. И этот жадный брат как-то убедил отца, чтобы тот оставил ему 90 из этого стада. So he got 90 yaks, and the other brother got 10 yaks. Получил он наследство 90 яков, а другой брат всего лишь 10. So the brother who got the 10 yak, happy, sleeping well, digesting well, friendly with everyone. Получивший 10 яков живет расслабленно, отдыхает, хорошо спит, у него хороший аппетит, не переживает, хорошо усваивается пища. But the other brother with 90 yak, not sleeping, worried. So, how to say, occupied his mind, feeling sick because he has no 100 number. Получивший 90 яков пребывает в расстроенных чувствах, плохо спит, плохо кушает, у него плохо с нервной системой, у него не хватает до 100, до ровного числа 100, у него не хватает 10. So he went to his brother saying, "Brother, you look so calm and happy." Он отправился к нему и сказал: брат, ты выглядишь таким счастливым и расслабленным человеком. Why don't you give me your 10? Отдай мне этих 10 яков, Because then I'll be happy. тогда и я, наконец, вдохну спокойно. So you see, there's this kind of stories. Anyway, Такого типа истории, да? it's again nothing religious. Здесь опять ничего религиозного. It's a human emotion. Это просто человеческие эмоции. Heart, control, wonderful. Not control, crazy. Сердце, да, и контроль, все прекрасно. Отсутствие контроля ведет к безумию. That's why we need, in order to really feel and enjoy the material or social success, we need to also develop good heart. Чтобы наслаждаться, по-настоящему радоваться социальному какому-то успеху, своим достижениям мирским, да, нам нужно иметь доброе сердце. Happy person. Счастье, чтобы стать счастливым человеком, это необходимые условия. That what matters in the end. И счастливы мы или нет, ведь это в конечном итоге важно. Have a little thing, have something, happy. Что-то есть немного, счастливы. Have a lot of things, also happy. Или там у нас масса всего, тоже счастливы. That's the best, you see, really. И это лучшая стратегия, это лучшая ситуация, так ведь? Otherwise, we become more successful, we make more enemy. В противном случае, чем больше у нас успеха, тем больше мы плодим врагов. More people are unhappy with you. Чем у нас больше, тем больше люди несчастливы тем, что нам хорошо. So unnecessary. You see? Совершенно нет в этом необходимости. Material importance is necessary. Social success, of course, necessary. It's not evil at all. Материальный успех, социальный успех, конечно, они важны, они нужны. Это не зло как таковое. But what it should bring? Но что они призваны принести нам? Happy. Счастье. Happy heart. Счастливое сердце. Happier person. Счастливого человека. Then it's nice. Тогда они стоят того. But
happiness is not a mantra. Но счастье — это не какая-то мантра. We can't accomplish happiness by just saying, oh, I want happiness, I want happiness, I want happiness. Мы не можем достичь счастья, просто начитывая, да, хочу счастья, хочу счастья, хочу счастья. I complete 100,000 happiness mantra, but doesn't happen anything. Я накопил 100 тысяч повторений этой мантры, но счастливым не стал. Happiness is the mind, is the attitude. Счастье — это ум, это подход, отношения. Needs to cultivate. И их необходимо культивировать. Needs to work on it. Развивать, работать над ними. Then possible. Тогда все возможно. Of course, meditation helps in this case. И, конечно, медитация в этом случае помогает. But I believe most of you are doing some kind of meditation. Но я уверен, что большинство из вас те или иные формы медитации практикует. So I won't get into detail with meditation, but meditation is also one way of developing more peace within oneself. Я не буду вдаваться поэтому в детали медитации сейчас, я лишь упомяну, что медитация — это один из способов обретения вот этого внутреннего мира. And nowadays meditation has become so popular, it is becoming part of our life. И в наши дни медитация стала столь популярной, что действительно стала частью жизни в современном мире. What meditation really means is seeking inner peace. А что такое медитация? По сути, это поиски внутреннего мира, покоя. So I think that's all I have to say tonight. Я думаю, что это все, что я хотел бы вам сказать сегодня. But we can have questions. Но у нас будет еще время поотвечать на ваши вопросы. Добрый вечер. Я читала у Ринпоче, у другого Ринпоче, о том, что вообще счастья нету в сансаре, нет счастья. И что это такая иллюзия искать здесь счастье, что как-то обустраиваться, искать какое-то... Слышишь, да? Что как-то искать счастье какое-то в сансаре — это какая-то иллюзия, что мы пытаемся здесь что-то обустроиться как-то поудобнее, что это, в общем-то, задача психологии, там, какого-то личностного роста, а духовный рост — это не про поиски счастья, это про то, как выйти из сансары. She read in one Rinpoche, not in your book, but in some other Tibetan Lama's book, that it's futile to search for happiness in samsara. And searching for happiness here, it's like a worldly activity for psychology or some other things. But the spirituality is not about searching for happiness in this realm of suffering. Да? И вопрос как? Ну, то есть, имеет ли смысл какой-то действительно искать счастье в сансаре, или все-таки духовный путь — это о том, что нужно стремиться просто отсюда выйти, да? So does it make sense spiritually to search for happiness here, or our main goal has to be to leave samsara? И тогда это про дисциплину, про какое-то, ну, совершенно другое So вообще. then spirituality will be more about discipline, practice, and transcending samsara. Yeah, if you have the luxury of options to get rid of samsara, that's the best thing. Ну да, если у вас, так сказать, в арсенале есть, так сказать, выбор такой, да, покинуть сансару вовсе, конечно, здорово, если у вас так. But till we leave the samsara, it's nice to be happy. Но покуда мы уже здесь как бы находимся, да, то здорово здесь быть счастливыми. I've been meditating for like 30 minutes daily, for like half a year approximately. And some meditations are better, some are worse, so it's not like they're growing in their quality. So I have a question for you is how can I measure the quality of meditation when you do it daily, because they differ.
And the second question is like the same. What should happen exactly when I get enlightened? I mean, what exactly is, should I think something? Thanks. Да. I will translate into Russian. Yeah, please. Вопрос в том, что вот когда медитируешь каждый день, то на протяжении там полугода, если полчаса медитировать, качество медитации разное. И, ну, например, через 3 месяца медитация может быть хуже, чем она была там 3 месяца до того у вас. И вопрос в том, как качество измерять для себя, чтобы видеть, что она улучшается. А следующий вопрос – это что конкретно происходит, когда вот ты медитируешь и просветлел. Yeah, I think if you, after 3 minutes of meditation, if you don't find yourself snoring, that's a good start. Для начала, если после 3 минут медитации ты не обнаруживаешь, что похрапываешь, это уже успех, это уже здорово. And after some times, if you find yourself riding on a yak, that's almost enlightenment. А если обнаруживаешь себя скачущим верхом на яке, то это уже практически просветление. So what I mean to say is that first, when you approach meditation, don't go with a particular goal. Итак, приступая к медитации, не ставь какой-то конкретной цели перед собой. Drop goal. Отбрось вообще цели. Just being here. Просто будь здесь, присутствуй. You're not in a hurry. Вы никуда не торопитесь. To reach somewhere. Никуда вовремя поспеть не стремитесь. Your only job is to be here. Единственная твоя работа — это просто быть здесь. Not going anywhere. А не куда-то двигаться. Second, Второй момент. There is nothing wrong here. Ничего неправильного здесь нет, в принципе. You're not doing meditation because something's terribly wrong with you. Ты не делаешь медитацию, потому что что-то с тобой ужасное происходит, да? We should not approach meditation as a way of something terribly happens to me and I'm looking for a solution to uplift. Не надо подходить к медитации так, что что-то ужасное со мной случилось, и мне нужно как-то эту ситуацию разрешить, и вот медитация — это моя какая-то там панацея. We approach to meditation with a sense of total acceptance. Мы подходим к ней с чувством полной открытости, полного приятия. Acceptance of whatever situation, something we don't like, something we like, but there's a tremendous amount of openness. И это огромная такая внутренняя открытость, что все, что бы ни происходило нами, изначально принимается. Благое, неблагое, какое угодно. There is not a struggle we are making here. There's not a sense of struggle. Здесь нет чувства борьбы в нас. Of rejection, or Какого-то acceptance. отторжения или, наоборот, удержания чего-то. Simply a full sense of acceptance. Просто полное чувство принятия всего. Bring yourself to here. Принесение себя в настоящий момент сюда. Enlightened, not enlightened, don't worry. Просветлен, не просветлен, не волнуйтесь об этом. Just being here. Просто будьте здесь. Then maybe without knowing you might be enlightened one day. И тогда в один прекрасный день, даже не зная того, вдруг окажетесь That's the просветленным. best way. И это наилучший вариант. Okay? Good luck. И удачи вам в этом. Yeah, please. Greetings to Rinpoche. I've started meditating about 5 years ago. Rarely, from time to time. And about a year ago, I thought to myself, I'll do this every day. And I did it. And in about half a year, I found out that I'm not meditating, I'm just being stupid. I'm doing nothing, I'm feeling nothing, I'm thinking nothing, and I'm seeing nothing, and I'm just nowhere. Is there a mean to understand if I'm meditating or I'm nobody, nothing? And I'll translate it into Russian. Yeah, okay. Где-то полгода назад я обнаружил, что я не медитирую, а просто как идиот сижу, ничего не вижу, ничего не слышу, нигде. И я спрашиваю Ринпоче, есть ли какой-то способ понять, я медитирую, или я идиот просто в этот момент.
I think feeling how stupid I am is the best blessing you can get through meditation. Да, это наилучшее благословение, наивысшее благословение, которое вы можете получать в медитации, это понять, насколько вы тупы. People normally think how smart I am. Обычно же мы думаем, какой я умница, да? I know everything. Все я знаю. So it's very rare people feel I'm so stupid. И это очень редкое прозрение в людях, понять, насколько они глупы. So that's a good inspiration. Поэтому это отличное вдохновение. So, really, meditation is not supposed to feel you all the time, great, I'm levitating. Но правда, медитация — это ведь не всегда ощущение, что какой я великий, непревзойденный, там, левитация и прочее. You see, feeling stupid is also a way of detachment. Чувствовать себя тупым, да, вот что вы тупите просто, это тоже чувство разотождествления, да, чувство, как detachment, непривязывания, да, отпускания. Losing reference point. Да, вы утрачиваете точки отсчета. When you lose reference point, you just feel completely stupid also. И потеряв все точки отсчета, все координаты, как бы сняв, вы, да, чувствуете себя таким, безумцем или глупцом. That's the beginning of something. Это начало чего-то. So continue to feel stupid. Поэтому продолжайте чувствовать себя глупым. Really, second thing is, second reason of feeling stupid, even though you have no thoughts, no thinking, nothing's going on at all. И следующий резон может быть ощущение себя таким глупцом. Это то, что вы не имеете в этот момент каких-то мыслей, какой-то там мыслетворческой деятельности в уме. There's the lacking in clarity. Да? Это может быть отсутствие ясности, фактора ясности. In the most case is the hazy. В большинстве случаев, да, это такое чувство затуманенности, какой-то дымки такой в сознании. You're calm. Вы спокойны, умиротворены, but not clear. Но нет в уме ясности. So if no haze and I'm clear, I'm good, doing good. Yeah, perfect. Да, и если, соответственно, что там у нас, дымки этой тумана в уме нет, да, ясность присутствует, то значит, наверное, пути, да, все хорошо. Yeah. Okay. Thank you. Love it. My pleasure. Thank you. Медитативное состояние – это состояние сознания или состояние души? И насколько важна привязка к телу в этот момент, потому что вот лама Этигелов, я не знаю, в кавычках или буквально там находится в состоянии медитации, почему он оставил тело и привязался к нему? So the meditative state, is it a state of mind or the state of soul? Души вы имеете? Дух, там, душа, любое. Of soul or spirit. Because he said that Lama, this Buryat Lama, that his body was recovered, yeah? He seemed to be attached to his body and still remaining in it, somehow not disconnecting from it. So, is it connected in this way? То есть мой вопрос больше лежит в области привязки к телу. Почему? So, is it... Зачем якориться? Attached to the body? Why you anchor your mind in your body? What for? Yeah. Meditation it's a state of mind for sure. Медитация, безусловно, да, это состояние ума. To bring certain sense of calmness. С тем, чтобы принести определенные чувства. To bring certain sense of clarity. Умиротворенности, ясности. It's also continuing state of mind. Это такие длящиеся моменты состояния ума. Like from a very disturbed mind. Из очень возбужденного, потревоженного ума. You arrive at a more calm mind. Вы пребываете в состоянии ума более умиротворенное. Still continuation of the mind. Спокойно, но все это континуум ума, да, его моментов. But more subtle. Просто более становится он тонким, таким утонченным. Like our daytime, right now, our mind is one thing. Сейчас у нас днем ум это одно. Dream time, mind experience another thing. Во время сна со сновидениями он переживает что-то иное. Meditative state of mind, another thing. В медитации он становится иным каким-то состоянием. Все это континуум. All this belongs to somehow mind, yet
different subtle quality of mind. Все это является умом, каким-то образом принадлежит уму, но это разные по степени тонкости или грубости его состояния. Now, actual enlightenment, according to now Buddhist teachings, А просветление, как оно понимается в буддийских учениях, that is the realization of the nature of mind. есть постижение или реализация природы ума, Not the different state of mind, не разных его состояний, вариаций, but the nature of mind. но самой его природы, сути. You look at something, Вы you find смотрите, something. вы смотрите на что-то, вы что-то обнаруживаете, Then you look at the looker, потом вы смотрите на смотрящего, you find something. что-то обнаруживаете, Then you look at that looker, потом смотрите на того, кто смотрит, finally you find nothing. и приходите к тому, что не обнаруживаете ничего. That is, in the Buddhist term, Вот это в буддийских терминах enlightenment. есть просветление. Now, in the Buddhist monk's case, there are cases like that. Also, you find in certain parts of the world. То, что вы говорили о бурятском этом случае, и есть подобные аналогичные случаи в других буддийских регионах мира. It's still not enlightened. И это не просветление. It is still a state of mind Это есть определенное состояние ума еще, that is somehow still needing the support of a material base. которое еще каким-то образом почему-то нуждается в опоре на некую материальную субстанцию, But doesn't mean necessarily physical. базу, не обязательно физическую. Within the mind's realm has created a certain sense of, how to say, support, non-material support on which the mind state still lingers. Ум может создать для себя некую опору, некую базу, пусть и нематериальную, на которую он продолжает пребывать, на которую он продолжает зиждиться. Like the arhats or some of the monks in the Theravada tradition, also they stay in such situation. Архаты или реализованные монахи в тхеравадинской, в южной буддийской традиции также достигают подобных состояний, и случаи подобные там известны. It is considered a really very fine state of meditative mind, but not enlightenment. Это считается очень продвинутым уровнем медитативного сосредоточения, но ни в коем образом не является просветлением. Спасибо. Можно еще вопрос? Вы вот говорите об уме, а этим же умом, этим же сознанием мы управляем телом, или это какая-то другая часть? You speak about mind, and does the same mind governs our body? Yes. The same mind who governs this body? Mind has a different sub-mind. У ума есть различные субумы, да, подразделы ума, Consciousness. виды сознаний. When your finger, not what called, the feet, when your feet is hurt, Когда вам боль в стопе, например, да, yeah, we feel it. мы чувствуем ведь ее. Да? That time our consciousness is in the feet. В это мгновение наше сознание пребывает в стопе. So that the whole body is permeates with consciousness. Все сознание, все наше тело, оно насыщено, как бы пронизано сознанием. So yes, there's a mind that is supported by all different kind of consciousness. Да, есть ум, который поддерживаем различными видами сознания. Like seeing something. Как мы видим что-то, например. Yeah. When we see something, there's an object. Видя что-то, мы видим объект. Then there's an organ eye. Есть физический орган, Meet together. глаз, встречающийся. Sight consciousness. Да, сознание, встречающееся с объектом и имеющее физический орган, вместе образует восприятие объекта. These two meeting creates a sense of form, a sight consciousness, but not yet full mental consciousness. И вот встреча этих всех факторов рождает восприятие, рождает, собственно, зрительный объект и в совокупности с ментальным сознанием, которое позже его воспринимает. Now the sight consciousness transfer the report or message to the central kind of consciousness. Зрительное сознание, вот это контактирующее через орган с объектом, приносит послание об увиденном как бы в центральный командный пункт.
That's the mental consciousness. который именуется ментальным сознанием. Now, when it comes to the mental consciousness, then it decides is a pleasurable object or non-pleasurable. И вот этот уже как бы командир, да, шестой вид сознания, ментальное сознание, решает, радостный это объект, там, неприятный или нейтральный. Friendly object, Да. unfriendly object. Да, дружелюбен ли он или враждебен, это уже там оценивается. Then, on this basis of information, the defilement mind starts. И уже отталкиваясь от этого суждения, омраченные различные виды ума начинают движение. If it's a friendly, nice, beautiful object, now you want to have it. Если это приятный, дружелюбный, какой-то благостный объект, начинает порождаться к нему стремление, желание, привязанность. Now, this time, not anymore just eye consciousness. И это уже мы не говорим просто о прямом зрительном восприятии объекта. Mental consciousness. Это уже не зрительное сознание, это уже не сенсорное, а ментальное сознание, эмоция, порожденная оценкой. That's why when the sight is removed, emotion not removed. Поэтому, когда объект этот даже и убирают внезапно, да, стремительно из поля нашего зрения, эмоция, порожденная по отношению к нему, этим не убирается, она остается. So in the end, we suffer more of emotions. И в конечном итоге страдаем там и больше от эмоций гораздо, Not by sight, sound, taste, touch, не smell. от звуков, тактильных объектов, там, зримых объектов, запахов, вкусов. Okay? So, you can relax. No, I can't. Thank you. I mentioned that when you are hurry up for social success, you have very big temp because of temp of information. So you have a lot of communication with your smartphone, etc. And step by step, you start to feel unconnected with yourself. And then when you connect with yourself, then you realize that this social hurrying up is not necessary a little bit. But when you have another way for success, you have the same thing. So then unconnected, then connected, understand that all of this unnecessary, and then going. And I can't understand how to go out from this cycle and how to have good success full of your heart, because most because of very big temp of chatting, and it seems that maybe it's an illusion, but seems that if you really go to success, you can't stay connected all the time. And if you can't do it, then for what this connected is need, this success is need. По-русски скажите, пожалуйста. У меня не получится. Ха-ха. Я говорила о том, что я заметила, что когда ты начинаешь двигаться к успеху, то ты начинаешь очень много общаться, очень много проводить времени в общении, в информации, очень много смартфона, компьютера, и ты развиваешь очень быстрый темп, и чувствуешь себя не соединенной с собой, а потом ты начинаешь чувствовать себя соединенной с собой, и тебе кажется, что весь этот успех тогда не нужен. Но поскольку ты не можешь быть все время соединенным с собой, то потом у тебя снова начинается эта погоня, потом снова ты соединяешься с собой, потом снова это не нужно, а потом снова погоня. И если здесь какой-то такой гармоничный успех из сердца, когда ты можешь сохранять корректный темп? Yeah. Yeah, human mind is basically wonderful. Человеческий ум — это замечательная вещь, в общем и целом. No, really, I mean, any way you mold it, it becomes. Каким вы его, какую форму вы ему не придадите, таким он и станет.
So therefore, choosing good mold is sometimes Поэтому, nice. выбрав для него какую-то хорошую матрицу, в которую вы его, так сказать, отольете, да, это важно. So, disconnected when we begin to lose the sense of feeling. Когда мы начинаем утрачивать связь со своими чувствами, вот это чувство, как сказать, отделенности, оторванности, да? When we act out of just impulses, Когда действуем движимые позывами, какими-то импульсами, when we act just on the basis of reactions, когда мы действуем реактивно, да, реагируя на что-то, and there's no real sense of feeling. нет действительного чувствования того, что мы делаем. So it's mostly become a mental game. Это становится действительно больше такой ментальной игрой. So there is really lacking of anywhere that you have a sense of heart or feeling. Возникает такое чувство отсутствия сердца во всем этом. So you can be doing many things, multitasking. Да, мы можем заниматься такой мультизадачностью, You делать hardly have the feeling. массу всего, переделывать дело, но не чувствуем, чувство отсутствует во всем этом. You can be really great and excellent in doing things. You can execute things. You can perform things, and people really love it. People really appreciate that. Wow, you did great job. It doesn't mean you really did it from the heart or with a feeling of heart. И вы действительно можете преуспеть в этой мультизадачности и выполнять эффективно множество дел, и люди будут ценить вас и говорить, насколько вы эффективны и продуктивны, но во всем этом множестве дел не будет сердца, не будет связи в вас с тем, что вы делаете. Afterwards, it begins to impact you. И со временем это начнет оказывать влияние, производить какой-то эффект на вас. Because your feeling is missing. Потому что вот эти чувства, ваши чувствования там отсутствуют. Also because you begin to see that people who are impacted, people who begins to appreciate you, is not also appreciating you on the basis of feeling. И также это будет происходить в силу того, что вы начнете отмечать, что люди, ценящие вас, не ценят вас на основании чувств, But on the basis of your performance. а на основании лишь вашего вот этого выхлопа, да, результата каких-то дел, которые вы делаете. The feedback you're getting from people are not from the heart because you didn't have heart. И вот этот фидбэк от людей, да, оценка будет происходить не из их сердец, потому что то, что вы делаете, это не происходит из вашего сердца. So in the end, you become a performer. Ну и вы станете таким вот каким-то роботом, да, исполнителем задачи. So if you're happy with that, it's okay. Да, если это то, что вас устраивает, то окей тогда. Whole life, performer. Всю свою жизнь вы такой исполнитель, да? Артист. Otherwise, develop feeling. В противном случае развивайте чувствование того, что делаете. Feeling is important. Чувства важны. How you feel from the heart is important. Что вы чувствуете в сердце, это важно. What you can do Что from вы the heart. можете сделать из сердца. And second thing is learn to be satisfied. И следующее – это научитесь довольствоваться, удовлетворяться. Learn to feel contentment. Чувствовать достаточность. Да? Because when you develop, when you engage from the heart, you can be doing something big or small. There's a sense of joy also. Вовлекаясь в исполнение чего-то из сердца, будь то масштабная какая-то великая задача или что-то малое, вы сможете удовлетвориться и получить радость, счастье как из одного, так и из другого. Because it comes with a sense of contentment, sense of satisfaction. Сопутствовать этому будет чувство удовлетворенности, чувство достаточности. So sense of satisfaction, contentment brings your focus back to you. Да, и вот это чувство удовлетворения, чувство как достаточности, будет насыщенности, да, будет возвращать вас к себе. You begin to live with what you are. Вы начнете жить с тем, чем вы являетесь. Not what others want you to be. А не с тем, чем другие хотят, чтобы вы были. All the best. Great answer, thank you. And my question is about an ego.
Ego. Yeah, my one, of course. So it's strong, and I always feel its presence, and and I think it's slowing me down somehow. It's slowing me down. I feel craving, and I feel kind of disgustment. And what should I do with it? Окей, на русском. Это вопрос об эго. Во-первых, ответ был очень крутой, который перед этим был, потому что, в принципе, он немного ответил на мой вопрос. И эго, оно сильное, я чувствую сильное желание что-то иметь, да, какое-то отвращение к каким-то вещам. И я понимаю, что это останавливает как-то в жизни, что это мешает, и что с этим можно делать. Такой широкий вопрос, да. Yeah, ego, right? Yeah. You feel disgusted with ego? No. Or you love it? I think I love it, yeah. So what's the problem then? I think, it's hard to live with so much craving. So much? Craving. Craving, Yeah. Okay. Then you are not so happy. Но если сложно жить с таким обилием привязанностей и страстных желаний, тогда, наверное, вы не такой счастливый, как вы сказали, вы счастливы с этим эго. See, you are craving because your mind is not in the body. Желания ваши обусловлены тем, что ум ваш не пребывает в вашем теле. It's nice to feel your body and mind synchronized. Здорово ощущать ум синхронизированным с телом. When the mind is outside of the body, when his mind is completely always busy externally, there's always craving. Когда ум вне тела, где мечется где-то вовне, да, он все время желает чего-то, цепляется за что-то. So, the most important step is to bring the mind home, channel the mind back to your body. Здесь очень важный момент, самое важное дело, это привлечь ум назад, соединив его вновь с телом. The medium of bringing the body-mind together is through breathing. И тот посредник, который позволяет нам это сделать, это наше дыхание. When you breathe, you connect body. Дыша, вы соединяете ум и тело. When you breathe, you connect your mind and body. It begins to synchronize. Вы синхронизируете ум и тело, наблюдая за дыханием. When you breathe, you come to present moment. Когда вы дышите, вы приходите в настоящий момент. In the present moment, you don't see craving. В моменте настоящем вы не ощущаете жажды цепляния. You find peace. Вы обнаруживаете там мир и покой. You find harmony. Вы обнаруживаете там гармонию. Of your body and mind being synchronized together. Гармонию синхронии, гармонию соединенности ваших тела и ума. In one moment of breathing. В одном мгновении дыхания. So breathe. Поэтому дышите. Really breathe. Fully breathe. Дышите глубоко, полностью. Your body, your mind. Дышите телом и умом. Right here. Прямо здесь. Right now. Прямо сейчас. All the best. Современная цивилизация привносит в мир человека все больше знаний, информации, все больше социальных контактов. С точки зрения мирового распределения труда люди все больше занимаются умственным трудом. Но у человека, как известно, есть еще физическая организация, и она все меньше и меньше задействуется. Когда мы подсматриваем что-то в природе, мы видим, что то, что не работает, оно так или иначе деградирует со временем. На ваш взгляд, для человечества есть ли риск деградации в какой-то области? He says that modern civilization becomes more and more technological, more and more intellectual, and we use more and more our mind, intellect, and less our body. And in the nature we observe that whatever is not used is lost, like use it or lose it. Yeah? And if we are not using our bodies, our physical capacities as we used to, don't you think the world and human will degrade to a certain extent? Degrade, yeah, by not using our physical abilities and using only the mental ones?
Yeah, I think we are already entering in the what you call times of degradation, what is normally. Мне кажется, мы уже входим в эту эпоху упадка. I think if we begin to truly take care of our mind, Если мы начнем действительно заботиться о своем уме, then we will also learn to take care of the body. тогда мы тоже научимся заботиться и о своем теле. I feel that we are so far away now, physically speaking, from the elementary essence. Мне кажется, мы настолько физически далеки сейчас от стихий элементов. Yes, so everybody is becoming very auto-sufficiency. Now people are talking about even a driverless car, for example. И все становятся настолько зависимыми от всяческих технологий, и уже реальность на дворе, как сказать, автопилотных всех этих автомобилей, да? I can't imagine car without driver. It's so nice to be driver. Я не могу представить себе автомобиль без водителя. Это же так здорово водить автомобиль. Something nice, you see. But yes, technology is going in such a wave, such a speed that yes, true, you're right. I think human beings are actually reducing our capacity to be full as a human being. Но технологии развиваются столь стремительно и в таком направлении, что человек действительно утрачивает какие-то части бытия человеком, привычные нам. I think in the center of it is that we should not forget, in the end, we are still human beings. И в центре этого стоит, наверное, обязанность наша не забывать, что мы все-таки остаемся людьми. With human body, human mind, human feeling, human Обладателями emotions. человеческого тела, человеческого ума, человеческих чувств и эмоций. That's wonderful. Thank you. И вот это я бы хотел сказать. Я хотела бы спросить, а что значит истинное состояние ума? Просто мне интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. Просто я считаю, что истинное состояние ума – это когда твой ум абсолютно пуст, и из-за того, что он пуст, ты можешь впитывать себе информацию сколько угодно. Ведь когда мы рождаемся, у нас разум чист, но со временем этот разум поглощает все больше информации, и мы все меньше и меньше можем принять что-то новое. What you say is the true state of mind, because he thinks that it's an empty state of mind. Because when we are born, our mind is kind of empty and is perceiving all the information, all the new messages, and no, yeah. So what is the true state of mind? True. What is the truth of mind? True state of mind. I don't know. Что такое просто истинное состояние ума? If I know, I will not be here. Если бы я знал, меня бы здесь не было. You see, as a child, we come with a mind, but not free from habitual potentials. Детьми мы приходим с умом, но не с пустым умом, не с умом свободным от каких-либо кармических отпечатков предрасположенности из прошлого. I always say that a child, innocence, but not pure. Дитя невинно, но не чисто, я так говорю, да? Innocence, because the habitual tendency is embedded, so it's not fully active because it has not yet met with the supportive tools. Кармические тенденции уже там заключены в уме этого невинного дитя, они еще не расцвели, да, не активировались посредством встречи с некими внешними обстоятельствами, которые их пробудят. But pure, not. Но дитя не чисто, because even 1 year old can get so angry, потому что даже однолетка может такую закатить истерику, that you feel so lucky he's still a child. Что вы еще рады, что это сил у него мало, да? Что дитя это малое. Okay? Thank you. Yeah. Вопрос такой. Единожды вкусив остановку ума, постоянно хочется возвращаться к этому состоянию. И порой чувствуешь, что это некая зависимость. Как расценивать эту ситуацию? Once you manage to stop your mind, the chain of thoughts, you become attached to that state. It's very enjoyable.
So how to work with that attachment if you want to stop your mind continuously? Yeah. Good. If you arrive at a certain state where you really experience total absence of a monkey mind, so to speak. Если вы приходите к той стадии, в которой останавливаете, по сути, то, что именуется обезьяньим умом, да, замолкает он. That state of calmness or that state of clarity or peace, whatever you may call it, it's just an experience. Это состояние покоя, ясности или умиротворенности, как бы вы его ни называли, это некий опыт переживания. And the point of meditation, in meditation, says that not to be attached to any kind of experience. А в медитации говорится важный момент, да? Это не привязываться ни к какому переживанию, которое бы не возникало в ее процессе. So at that point, again, how to say, look at the actual essence of that experience. И в этой ситуации рекомендуется опять же смотреть в суть, собственно, этого переживания. If you look at doesn't mean analyze or try to, how to say, try to really look for something. See, but это не значит прямо искать в нем что-то или разбирать его на части, анализировать как-то. When you bring that experience into you in the oneness. Принесение, как сказать, соединение с этим опытом воедино, да? There's no duality. Избежание дуальности, двойственности здесь. There's no duality because the essence of that particular experience is actually empty. Двойственности нету, потому что сущность, да, природа этого переживания также пуста. As it is empty in essence, therefore such experience doesn't provide any ground for fixation. Поскольку природа его, этого переживания, да, там ясность или чего-то пуста, в ней нет какой-то валидной основы для цепляния, там не за что цепляться, не к чему привязываться действительно. So as long as you develop or you experience that the essentially empty or substanceless state of that particular experience, you are experiencing it, at the same time you're free. И до тех пор, пока вы воспринимаете любое переживание в этом бессущностном, да, или бессамостном, пустотном ключе, вы одновременно его и испытываете, и одновременно к нему и не привязываетесь. То есть работа продолжается от того, чтобы эту зависимость преодолеть. So you continue your work to overcome this attachment. Yeah, there's nothing to overcome. You just see. Там преодолевать-то нечего, вы просто видите, переживаете. Yeah, you just see the experience. Yeah. The essence of it as being empty. Вы видите как пустую сущность этого опыта, природу этого опыта как пустотность. Благодарю. Okay. Greetings. I've got a question about how to combine work associated with competition, hard competition, and fierce and greed, and warm heart. Sorry, I didn't get. Combine work combined with competition and greed. If you have to be greedy and Work competitive associated in your work. with competition, greed, cruelty, and warm heart. And warm heart. Как совместить работу, связанную жестко с конкуренцией, с жестокостью, с жадностью, и как вот сохранить вот это теплое сердце? If you have to be tough at your work, competitive like that, and how to combine it with warm heart, if you have to be like that at your work. Yeah, I think first of all, be honest, you see. Прежде всего, быть честным. Being honest is also one quality of good heart. Честность — это один из аспектов качеств добросердечия. If you have to take a competition head on, if you have to be something tough at that moment, you need to be just honest about it and go forward. Если вам необходимо состязательным быть, да, конкурировать, или вам необходимо проявить какую-то жесткость, по крайней мере, честно отдавайте себе отчет и действуйте осознанно. There are certain things in life where there's competitions. There are certain things you need to put things right. You have to.
Есть в жизни ситуации, когда необходима состязательность или жесткость, прямолинейность, да? От них никуда не деться. Being kind doesn't mean being weak. И мы же говорили, что быть добрым не означает быть слабым. Be precise, make a decision, быть точным, принимать решения, be honest, быть честным с собой, go forward. И двигаться вперед. See. Thank you very much. Okay. Добрый вечер. В чем разница между стремлением к освобождению от двойственности и выйти из сансары и бегством и избеганием социальной жизни из-за страхов и травматичного опыта? What's the difference between the desire to avoid duality and to escape samsara? And что второе было? И избеганием социальной жизни. And the avoidance of social life? Из-за страхов. Because of your fears and worries and insecurities. How are they different? If you want to escape duality and leave samsara, one thing, and another thing is avoiding social life, retrieving from social life because we are afraid or shy and so forth. I think in this both way you lose. И так, иначе вы в проигрыше. Either you try to, how to say, leave the samsara, is that what you say? Escape samsara. Escape samsara is also a struggle. Пытаясь избежать сансары, это тоже ведь борьба, да? Facing the samsara with fear is also a struggle. И боязнь сансары, да, в страхе смотреть на нее, тоже борьба. Yeah. So I think see, samsara isn't really that bad, actually. Сансара на самом деле не так уж и плоха. No, honestly speaking, you know. Да, по правде говоря уж. Half of the thing is what we make it up. Половина проблем мы надумываем здесь. If you complain less, then samsara is already beautiful. Меньше жаловаться, если, то сансара будет довольно приятным местом. Красиво. Really, you see? Да. So, I would say, if you have a choice, если у вас есть выбор, live in the samsara, come back to samsara. Жить в сансаре, если у вас такой выбор есть, остаться в сансаре, оставайтесь в сансаре. But complain less. Просто меньше жалуйтесь. Okay? I think now we approaching the time. Okay, please, yeah. У меня короткий вопрос. Вопрос такой: если когда ты выбираешь путь открытия сердца, как избежать или, не знаю, бороться, или что делать со страхом боли? Потому что так или иначе, чем больше ты открываешься, периодически приходит боль, и можно закрыться, испугаться и закрыться. А как вот это преодолевать? Как преодолевать этот страх при открытии сердца? If you choose the path of opening your heart, how to fight with fear? Because when you open your heart, often you are hurt, and you're afraid of being hurt. So how to avoid that fear? How to work with it? See, sooner or later, it's better to face what is there. Рано или поздно предстоит лицом к лицу встретиться с тем, что там нас ждет. And what should I do with this? If it's very hurt and painful, I'm going through it, and it's come back again in some few moments, again and again, just through. Again, you don't need to. Снова и снова, может быть, не надо. Okay. I think that, you see, one-time problem, one-time pain may be big, but you have to face it. Иногда боль, проблема может быть довольно масштабной, да, но надо встретиться с ней лицом к лицу. Once you face it, it's not a big deal. И посмотрев на нее прямо, уже не будет она такой огромной проблемой. Because in the end, it's not somebody who is trying to hurt you. Потому что в конечном итоге это не кто-то, пытающийся причинить вам. If someone else is trying to hurt you, you may have no control. Если это кто-то другой, тогда у вас, наверное, ничего в ваших руках нет, да? But in the end, it is your own heart. Вы бессильны. Но в конечном итоге это ваше сердце, your own fear, ваши собственные страхи, which is actually your own emotion. которые ваши собственные эмоции. No matter how strong and
fearful it looks like, и какими бы сильными они ни были, и как бы ужасно это все ни but it's казалось, still your own fear. это ваш собственный страх. So you can deal with it. И вы можете с ним работать и справиться. Make friend, да, подружиться с ним, with your emotions, с вашими эмоциями, not enemy. а не делать их врагами. There is nothing so bad about it. Нет ничего в них ужасного. В процессе практики открывающиеся способности – это проверка человека, увод в сторону или подготовка к следующей ступени? When we practice, we gain certain abilities, like abilities, like siddhas or something. Are they... Что? Какие варианты у нас были? Это проверка человека, увод в сторону или подготовка к следующей ступени. Are they the tests for practitioner? Are they trying to lead him away from practice? Or are they preparing him for the next step? So giving three options. It depends on the individual. Это зависит от индивида, да, от конкретного случая. Individual practitioner. От конкретного практика. Or her is trying to fool himself. Он или она пытается дурачить себя. Then is being distracted. Тогда да, тогда это для него отвлечение. If one is being fully engaged and full, how to say, honest. Если практикующий полностью вовлечен и совершенно честен, then it's a sign of accomplishment. Тогда это знак свершения и продвижения. Но эти двери открываются спонтанно. При спонтанном открытии трудно трактовать. But when these doors are opened spontaneously, unexpectedly, it's difficult to judge. They just open in your meditation, and then what is it? Just how to know? Huh? Welcome. Welcome. Just walk through, yeah? Спасибо. Шагайте, да? Ну, в смысле, вперед. Yeah. So, last one, please. Yeah. Давайте последний вопрос. Как вы считаете, может ли человек преодолеть сложные родовые кармические программы, связанные с какими-то сложной судьбой самого рода? Do you think a person can overcome difficult karmic imprints, karmic situations connected with his ancestors, with his family? Is it possible to overcome them, or they are influencing? Certain parts can overcome. Определенная часть может быть преодолена. Meaning there can be ways to overcome recurring from the future part. Recurring. Да, имеется в виду, что такие вновь повторяющиеся паттерны могут быть изменены, преодолены. What has happened is done. То, что сделано, сделано, оно закончилось. Whether it is a tragedy or some other kind of была ли это трагедия или травма некая. But being aware of it, and we can help somehow for how to say for that kind of negative influence not to stuck and stay. Осознавая их, мы можем помочь тому, чтобы эти импринты не застревали, как-то не присутствовали в нас. And to prevent this from happening again within the family. И мы можем предотвратить их повторение в роду, да, в семье вновь и вновь. This requires, first of all, acknowledgement. Требует это прежде всего признание их, acceptance, принятие, forgiveness, прощение, and then compassion. И затем сострадание. Compassion for a true change. Сострадание для подлинной перемены. Many things happens and remains in the family because not acceptance, first of all. Много чего происходит и сохраняется, длится в семье, в первую очередь из-за неприятия, Second, непризнания, difficult to forgive. Затем из-за непрощения, невозможности отпустить, простить. Third, lacking compassion. И третье из-за отсутствия сострадания. These three things can help. Три эти вместе могут помочь. All the best to you. Да? Всего вам наилучшего.